Так, всем привет! Мы в прямом эфире. Так, вижу, у нас уже появляются зрители. Пару минуточек подожду, чтобы немножко больше зрителей пришло. Кто присоединился, дайте мне обратную связь. Напишите, поставьте десяточки, как меня слышно. Чтобы я понимала. Поставьте пятерочки, как меня видно. Так. Сейчас немножечко настройки сделаю. Всех приветствую на канале. И пока наши зрители будут подключаться, я отвечу на вопрос, который мне задали в комментарии мои зрители под видео. И хотелось бы прояснить такой вопрос, как наши мысли мешают нам жить. Многие задают такие себе вопросы, что не знают, как избавиться от мыслей. Иногда их внимание сфокусировано на чем-то, и появляется в голове очень много мыслей, и они мешают нам сосредоточиться на чем-то важном. И ни для кого не секрет, что наши мысли, они формируют нашу реальность. И мы не в силах изменить поток этих мыслей, но мы вправе на них как-то воздействовать и изменить. И, как правило, в нашей голове преобладают только негативные, доминантные мысли. А, как правило, весь негатив и формирует у нас такую нехорошую жизнь. Ну и для начала, чтобы найти выход из этой ситуации, конечно, нужно вам менять мышление и работать над своими мыслями. И я рекомендую вам использовать такие техники, которые вам позволят бороться с негативными мыслями и фокусировать свое внимание на чем-то конкретном. Это, например, есть такая техника резинка. Для этих целей подойдет обычная резинка любого цвета. Ее можно одеть на любую руку, левую или правую, как вам будет удобно. И суть этой техники заключается в том, что когда вы ловите себя на том, что в вашей голове преобладают негативные мысли, тогда вы просто берете и щелкаете резинкой по запястью. В головной мозг поступает боевой импульс, и, соответственно, эта негативная мысль прекращается. По мере того, как вы будете использовать эту резинку чаще при появлении негативных мыслей, то со временем у вас этих мыслей будет становиться все меньше. Еще эту резинку можно использовать и для достижения желаний, и на другие цели, но в данной ситуации она эффективно подходит для избавления от негативных мыслей. Но бывают такие ситуации в жизни, что не каждая техника, чтобы поработать с мыслями, всегда подходит. Может быть, например, на тот момент у вас не будет под рукой резинки, либо же она там порвалась. Можно использовать другую технику, которая называется концентрация на дыхании.
в любой негативной ситуации, возможно, когда назревает какой-то конфликт, возможно, у вас появляются негативные мысли, то, конечно, мы используем эту технику. Мы просто начинаем концентрировать свое внимание на дыхании, и все эти негативные мысли прекращаются. И это оптимальная техника, которая подойдет вам на все случаи жизни. Еще рекомендую такую технику – это счет шагов. Если вы нервничаете, либо у вас также в голове негативный диалог, вы можете идти и просто считать свои шаги. Тогда ваше внимание будет полностью сфокусировано на шагах, и, соответственно, у вас будет убавляться этот диалог с негативными мыслями. И поскольку мы все знаем, что мысли наши формируют нашу жизнь, вот я прошу вас задуматься, довольны ли вы сейчас своей жизнью? Задайте себе такой вопрос. Все ли вас устраивает на данный момент в этой жизни? Теперь задайте второй вопрос. Вы, конечно, недовольны этой мыслью, жизнью, но сосредоточьтесь на том, что в вашей голове, раз вас жизнь не устраивает, преобладают негативные мысли. И это уже первый звоночек о том, что вам нужно избавляться от негативных мыслей. Я думаю, что не один раз люди слышали такую фразу, что жизнь – это бумеранг. Все мы знаем, что бумеранги возвращаются. Также и это касается, если я скажу, что мир – это дуальное зеркало, которое воплощает в нашей жизни все то, что с нами происходит. И это дуальное зеркало, оно немножко выполняет все свои действия с задержкой. Поэтому, если мы выполняем какие-либо техники, ритуалы, и они у нас не работают, все говорят, что эти способы недействительны. Я хочу сказать, что любая техника, какой-то либо ритуал на ваше достижение денежных целей и общих целей, они всегда работают. Вопрос в том, что это нужно делать каждый день и не бросать на полпути. Потому что Вселенной нужно время, чтобы выполнить ваш запрос. Я вижу, что у нас зрители прибавляются. И я бы хотела задать еще такой вопрос, проверить нашу географию. Напишите, из какой страны или из какого города вы сейчас находитесь в прямом эфире, чтобы я знала, откуда мои подписчики. Жду от вас в чате сообщений и продолжим наш диалог. Сегодня я бы хотела осветить с вами такие вопросы. Это как деньги. Вот, у нас вижу Беларусь, из Минска, из столицы, из нашей есть посетители. И первый вопрос, который бы я сегодня хотела осветить, это как деньги приходят на ваши цели. Следующий вопрос, который я буду здесь обсуждать, это какие нужно сделать конкретные шаги, чтобы добиться денежного результата. И следующий вопрос, который я сегодня с вами буду обсуждать, это как использовать подсказки Вселенной для достижения ваших денежных целей. И также следующий вопрос – это как задействовать для достижения наших денежных целей, финансового благосостояния, мощного союзника наше подсознание. Я думаю, что многие читали книгу Джона Кэха «Подсознание может все», поэтому вы знаете, что это великая сила. И еще я обращаюсь к своим зрителям, что если у вас по ходу нашего здесь пребывания будут возникать какие-то вопросы, то вы можете мне писать в чате, и тогда я буду подробно вам на них отвечать, чтобы вы ушли с полным комплектом знаний. И первый вопрос, с которого мы начнем,
это как деньги приходят на наши цели. Если мы вот подискуссируем и спросим у кого-нибудь, вот сколько тебе нужно денег, то, возможно, человек скажет, что если бы я в месяц имел доход $1000, мне бы этого было достаточно. Если мы, например, послушаем другого человека, то другой человек может сказать, что мне достаточно для счастья $10 000. Ну, и если так дальше поглубже копануть, то, ну, может быть, кому-то понадобится и еще больше. И я хочу сделать акцент на том, что в большинстве случаев внимание у человека сфокусировано именно на конкретной сумме. Я хочу вас подвести к тому, что деньги – это всего лишь энергия. Так, у нас поступил вопрос, я немножко позже на него отвечу. И мы знаем, что деньги приходят, деньги – это энергия, и они приходят конкретно на наши цели. То есть, чтобы получить энную сумму денег, вы изначально должны определить, для каких целей вам нужны деньги. Но многие люди говорят, что были бы деньги, а я найду, куда их применить. Так вот, Вселенная таким образом ваши запросы не исполняет. И деньги к вам просто не придут, потому что вы хотите энную сумму денег. Если вы будете отправлять такой запрос, что вам нужна, вы хотите купить квартиру, которая стоит, например, там $10 000 или $100 000, то, естественно, Вселенная будет находить для вас варианты, которые позволят вам получить именно эту нужную сумму. И вот мне очень, кстати, поступил такой вопрос. Можно ли изменить мышление бедняка на мышление миллионера? Суть в том, что в чем разница? Потому что на самом деле разница очень большая. И я приведу такой пример. Если, например, предложить бедняку и человеку, который с другим совершенно мышлением, например, переплыть через речку, на котором стоит мешок с деньгами, и один и второй плохо плавает. Бедняк скажет, что я все-таки плаваю плохо, я могу не доплыть, я не буду рисковать, мне не нужны деньги, ну и ладно, жил без денег, и дальше буду жить так. Человек, у которого богатое мышление, он никогда не останавливается, если возникают какие-то сложности. Он всегда ставит решительные цели и всегда доходит до конца. Учитывая тот факт, что он там плохо плавает, он скажет, а я попробую все равно достигнуть до цели. И всегда они доходят до цели. Так вот, если вы хотите иметь финансовую свободу и в будущем стать миллионером, вам в первую очередь нужно изменить мышление и изменить свои мысли. Как изменить мышление? Это вам нужно следить за историями успеха богатых людей. Вам нужно читать книги, которые будут менять ваше мышление. Вам нужно выполнять какие-то определенные техники, которые будут перепрограммировать ваше подсознание. Потому что люди, у которых мышление бедняка, они, как правило, всегда начинают идти к цели и на полпути всегда сдаются, потому что на их пути попадаются различные препятствия. Что же касается наших денежных целей? Нашу жизнь можно сравнить с кораблем, а вы, естественно, капитан этого корабля. Но, как правило, если мы в жизни не ставим целей, то ваш корабль, то есть ваша жизнь, она стоит на месте, потому что этот корабль не знает, куда двигаться, в каком направлении, вы ему не задали маршрут. Когда же вы ставите конкретные цели, либо вы хотите совершить, ну, сегодня у нас тема посвящена деньгам, поэтому она, естественно, связана с какими-то финансовыми делами, то есть приобретение каких-то либо покупок автомобиля, дома, квартиры, шубы, неважно, но с чем-то, с какой-то покупкой, потому что любая покупка требует денежных вложений. И вам для начала я рекомендую использовать такое упражнение. У каждого упражнения, техники есть свои цели и инструкции. Я рекомендую эту
технику выполнять вот прямо за один день. Вам нужно сосредоточиться и написать 100 целей. То есть 100 ваших желаний, что бы вам хотелось. Пусть они будут самые примитивные. Возможно, вы просто хотите мороженого. Здравствуйте, Катерина, я рада вас присутствовать. Ой, вернее, рада видеть, что вы здесь присутствуете. Уже начала заговариваться от волнения. Я думаю, мои зрители меня простят, потому что это второй мой эфир. Я, естественно, волнуюсь говорить на такое количество публики. Ну, поэтому, я думаю, вы меня поймете. Вот вы садитесь, сосредотачиваетесь и пишете 100 целей. Неважно, что это будет. Пусть это будет, я буду приводить такие примитивные примеры, там покупка квартиры, может быть, покупка каких-то автомобилей, собаку, шубу, там, сапожки. И вы просто пишете. Возможно, у вас уйдет на это там час-два, но вы это все написали. Дальше из этих 100 целей вы выбираете 3 приоритетные. Приоритетные цели – это те, которые вам очень хочется исполнить в ближайший срок. Вы их определяете и начинаете с ними работать. Вообще принято считать, что желание, это просто желание. Мы хотим и ничего при этом не делаем. Но если мы свое желание формируем в разряд намерения, то это уже получается, что мы должны совершать какие-то действия, не просто сидеть и ждать. И очень важно вот это свое намерение правильно сформулировать, чтобы был правильный посыл. И тогда он очень хорошо будет доступен для Вселенной, и она будет искать для вас различные пути, чтобы исполнить ваше желание в кратчайший срок. Возможно, у вас есть какие-то вопросы, вы можете здесь мне написать, и я вот, согласно того, что я вам сказала, могу дополнить какую-то информацию. Так, поскольку вопросов нету, я тогда продолжу и приступлю ко второму вопросу. Это как делать конкретные шаги, которые будут приводить вас к денежным целям. Что же нужно сделать? Как я уже ранее сказала, первый пункт – это изменить вам нужно мышление. Без этого никак. Потому что если у вас мышление бедняка, то у вас будет недоверие, у вас будет неуверенность, вы будете сомневаться, принимать вам эти решения или не принимать. Вот здесь поступил вопрос. Ой, здесь что-то много вопросов. Так, первый вопрос я отвечу. Через какое время реально может исполниться денежное желание? Это зависит, во-первых, от того объема, какое ваше желание. Если, например, вы хотите совершить себе покупку, например, там какую-то вещь небольшую, то, понятное дело, на это понадобится немного времени. Если все-таки вы хотите заняться покупкой квартиры, особняка возле моря, то мы же понимаем, что это глобальная цель. И с учетом того, что у вас финансовое положение не очень хорошее, то Вселенной нужно время, чтобы для вас подготовить эту сумму. К вам же на голову запрос с неба не упадет. Поэтому если цели ваши долгосрочные, которые требуется там год или два, то, соответственно, нужно этот промежуток времени. Если они не долгосрочные, там, возможно, вам потребуется месяц или два. И плюс еще немаловажный факт, если все-таки вы будете работать со своим намерением каждый день, если вы будете халявить, то, возможно, для исполнения вашего намерения или желания понадобится гораздо больше времени, потому что везде и во всем нужна система. Следующий вопрос. Каким образом Вселенная дает нам подсказки? Вот я немножко сейчас озвучу другую информацию, а потом вернусь к этому вопросу. Сейчас я бы хотела вам сказать, какие шаги нужно делать, чтобы прийти к нашей денежной цели. Мы меняем мышление,
Это читаем книги, смотрим успешные истории про миллионеров, как они пришли к этим миллионам, заимствуем какие-то фишки, и даже уже сейчас, несмотря на то, что мы не миллионеры, а просто начинаем вживаться в эту роль и ведем себя как настоящие миллионеры. Чувствуем себя так, как будто у нас в кармане лежит уже миллион. Дальше мы очень тщательно работаем со своими мыслями, потому что мысли, как я уже сказала, формируют нашу реальность. Дальше вы должны завести себе такую привычку: каждый день писать себе список дел. Естественно, если вы работаете со своим намерением, то, как правило, вы должны включать в этот список те дела, которые будут двигать к вашим целям. Плюс в этот список вы можете прописывать и домашние дела, уборка там, либо готовка еды, поход в магазин, там вот такие мелкие дела. Не рекомендую в этот список писать очень много, потому что если вы напишете 20 пунктов, то понятное дело, что вы их не сможете выполнить, и по мере того, как вы будете заглядывать вечером и отмечать, что вы выполнили из этого списка, вы будете понимать, что вы выполнили не все, и у вас будет падать мотивация и энергия, поэтому вам потом не будет хотеться выполнять эти все действия. И согласно того, как у вас готов список, вы прописываете себе план действий и сроки. То есть, если вы формируете желание, вы должны четко знать, что вы будете делать. Возможно, вам нужно прочитать какие-то книги. Возможно, вам нужно пройти какие-то курсы, либо тренинги. Ну и, конечно, немаловажный факт – это работа над собой. Что подразумевает работа над собой? Это может быть медитации, аффирмации, также различные ритуалы, техники, которые будут позволять вам работать с вашими денежными желаниями. Ну и также есть такие техники. Благодарю, Наталья, мне тоже я рада видеть вас сегодня со мной. И также, как будущие миллионеры, вообще они спят мало. Поэтому возьмите себе за привычку не спать долго, вы же будущие миллионеры. Ну, а по минимуму часа 4 вам достаточно. И еще есть такой лайфхак от меня, что многие люди, привыкшие почему-то спать, ложиться там в 3 часа, проще так. Ложатся в 3, встают там в 9 и, жалуются на то, что у них как-то не выспались, они какие-то замученные. Это все связано с тем, что ваш организм не отдохнул. Вам вообще рекомендуется для сна такой период где-то с 9 и до 4 утра. Это оптимальный вариант, когда ваш организм отдыхает. Если вы попрактикуете, то вы сравните эти отрезки по времени и поймете, что в этот период времени, например, там, если вы будете ложиться спать с 10 до 4, то вы будете гораздо лучше себя чувствовать и наполнены будете энергией, которая вас будет вдохновлять, и вы будете делать определенные шаги. Теперь я хочу еще у вас спросить, вообще кому понятно, о чем я говорю, и кто со мной на одной волне? Напишите плюсики, чтобы я понимала, что мы с вами на одной теме. Здесь такой поступил вопрос, что многие специалисты говорят по планированию своего времени, говорят о том, что не нужно составлять список дел. Что я могу сказать по этому поводу? Я, конечно, не знаю, какие это говорят специалисты, но я как бы тоже обучаюсь у людей, которые знают тоже толк в этом деле. И все-таки я вам скажу, что все-таки целесообразно писать этот список. Во-первых, когда вы пишете этот список, и вообще рекомендуют, кстати, я беру советы только от миллионеров, писать на маленьких бумажках. Покажу вам сейчас даже на каких.
Вот на таких бумажках нужно писать свои цели. Во-первых, почему именно на таких? Потому что на этот листочек влезет небольшое количество ваших дел, и это будет говорить о том, что этот список, пусть он у вас будет из 6 пунктов, рекомендуют хотя бы 6-7 пунктов писать на день. И этот список вы выполните. И возможно, Катерина, ну, сколько людей, столько и мнений. Я не буду спорить с мировым окружением. Возможно, я выскажу свою точку зрения. И из собственного опыта я скажу. Во-первых, когда у вас прописаны цели на день, ну, вернее, задачи, вы знаете, что вы должны будете делать. А так, если у вас нету как бы такой привязки к вашему списку, вы можете себе позволить и, ну, скажем так, полениться, посмотреть телевизор. А так вы знаете, что у вас есть определенный список дел, и вы должны их все выполнить. И очень важно, как говорят, если слон большой, его нужно есть по кусочкам. Слона большого мы едим по маленьким кусочкам. То есть и каждый день мы должны делать маленькие шаги. Если вы каждый день будете делать вот такое небольшое движение вперед, то если вы оглянетесь через год, то вы сможете, ну, как бы отследить, например, что вы прошли там 10 тысяч километров. А если вы будете сегодня делать, а завтра не делать, то, естественно, вы и за год не пройдете этого отрезка. Поэтому все-таки я рекомендую прописывать для себя эти задачи, чтобы у вас была четкая последовательность ваших действий. И тогда вы будете знать, как вы двигаетесь, либо быстро, либо нет. Если все-таки у вас список есть, то вы понимаете, что вы не выполнили его, и вы на какой-то промежуток времени уже отстаете. И это будет вас мотивировать ускоряться, где-то не поспать, где-то не сходить на танцы, на свидания, а выполнить именно те дела, которые приблизят вас к заветному миллиону. Мы же здесь находимся с этой целью. Теперь я хотела бы озвучить вопрос вот подсказки Вселенной. И там у меня был такой вопрос. Каким образом Вселенная делает нам подсказки? Да, Катерина, я веду и ежедневник, и веду, и планер веду, да. Потому что я хочу быть хозяином своей жизни и ею управлять. Так вернемся мы к Вселенной. Какие она нам дает подсказки? Если мы выбрали намерение и ведем с ней, скажем так, тесный контакт, работаем со своим желанием, то Вселенная нам начинает делать подсказки. Я уже протирала камеру, я не знаю, может быть, в настройках у меня плохо что-то с камерой. В следующий раз приглашу специалиста, который мне починит камеру, настроит, чтобы вас хорошо было видно. Но многие люди вообще, если ставить себе денежные цели, то они сидят и думают, если мне нужна энная сумма денег, значит, я должен устроиться на 3 работы, в дневную, в ночную и в выходные, и как только можно. Вам абсолютно этого делать не нужно. Вы работаете со своими намерениями, работаете над собой, делаете каждодневные шаги, и как ваш этот труд со временем будет все-таки заметен Вселенной. Как она вам будет давать подсказки? Будет получаться так, что, возможно, вы где-то от знакомых, либо по телевизору, либо где-то в книге найдете фразу, которая вам даст идею, и вы сможете сделать какой-то прорыв, ну, в своей жизни. Возможно, вам подвернется удачная работа, которая принесет вам этот доход. Но абсолютно это очень большая ошибка, когда вы начинаете искать пути достижения этих денег. Вы не должны их искать. И самое интересное, как получается, Вселенная вам дает различные подсказки. Вот есть, например, возможность даже, например,
найти какую-то работу удаленно через интернет. Вы решаете, воспользоваться этой возможностью или нет. Если все-таки вы решили воспользоваться, потом вы начинаете понимать, что если вы пользуетесь этой возможностью, то те действия, которые вы делаете, работу, которую выполняете, она вам нравится. И это приносит вам удовольствие. Это говорится о том, что вы на правильном пути. Вселенная вам дала вариант, и вы его использовали. И движетесь к своим намеченным целям. Если вы ставите, конечно, амбициозные цели, то, естественно, вам нужна определенная сумма денег, тогда Вселенная найдет для вас такой запрос и возможность, где вы сможете заработать себе именно ту сумму денег. Я скажу из собственного опыта, я не хочу, у меня тоже есть очень амбициозная цель, и я как бы не готова ее сейчас озвучить, но когда я начала работать со своим намерением, я даже не думала вот на данный момент, где я окажусь. Но во всяком случае, теперь я оцениваю адекватно, что та ситуация, в которой я нахожу, она мне поможет достигнуть того результата, к которому я стремлюсь. Это просто вопрос времени. Вот. По этому вопросу. Хотела бы у вас спросить, какие вообще видео вам нравятся на моем YouTube-канале? На какую тематику? Напишите, чтобы я могла также иметь обратную связь и готовить для вас видео такого формата. Наверное, зрители стесняются. Ладно. Так, продолжим. Следующий вопрос – это как задействовать в наших денежных делах наше подсознание. Вообще мы знаем, что подсознание творит чудеса. И есть такие фишки, даже воздействие на это подсознание. Наше подсознание воспринимает именно определенные установки, и если мы даем ему правильно. И очень важно формулировать эти установки в определенное время. Желательно договариваться со своим подсознанием, это рано утром, когда вы только проснулись, или же когда вы собираетесь отходить ко сну. И подсознание, именно как говорят, двери подсознания в это время уже открыты. И если вы даете правильно установку, то тогда подсознание быстренько бежит исполнять ваше намерение. Очень хорошо воздействует на подсознание и на достижение ваших денежных целей – это визуализация. Потому что когда вы представляете, вы визуализируете, вы представляете конечный результат. Если вы хотите автомобиль, то вы представляете, как вы едете в этом автомобиле. И яркие картинки рисуете, и Вселенная дает вам запрос на это, и вы в скором времени получаете свой результат. И очень важно, чтобы в процессе всей этой работы с денежными желаниями соблюдались эти пункты. Это вера. И если вы начинаете что-то делать, и у вас нет веры в том, что у вас это получится, у вас есть какие-то сомнения, то, естественно, вы даете неправильный посыл своему подсознанию, и подсознание в это время не сработает. Сколько бы вы ни делали, пусть вы будете делать каждый день, и все правильно, но если не будет веры, то и подсознание вас не ответит на ваш запрос. Очень важный пункт – это ваши мысли. Как я уже сказала, это самый главный пункт, что вы должны его контролировать. Потому что если у вас в голове преобладают доминантные мысли негативные, у вас переживания, волнения, огорчения, то они забирают вашу энергию. Если у вас нет энергии, то, соответственно, вы будете
у вас не будет мотивации и желания двигаться к вашим целям. Вы просто будете в депрессии, и вам просто будет, ну, не будет желания двигаться вперед. Поэтому контролируйте мысли и проверяйте свою энергию. Каким образом можно проверять свою энергию? Энергию можно, ну, как бы сформулировать, как это ваше настроение. Периодически в течение дня проверяйте, вот, например, ее по шкале от 1 до 10. Просто задавайте себе периодический вопрос: как я себя чувствую? Что работа с подсознанием? Да, это работа с подсознанием. Все эти пункты, которые я перечисляю, это нужно работать так, чтобы именно подсознание получило наш запрос. И еще нужно формулировать намерения в утвердительной форме, в настоящем времени, без частицы «не», потому что частица «не» отпадает, и вы даете неправильный посыл, и ваш запрос не будет воспринят. Я позже приведу примеры, какие можно давать установки для подсознания. Вернемся к нашей энергии. Так вот, чтобы проверить энергию, вы задаете себе периодический вопрос в течение дня: как я себя чувствую, и оцениваете по количеству, например, на 3 балла, на 5, на 8. И хочу сказать, что если у вас вы оцените, ну, вы поймете изнутри, как вы себя чувствуете, и оцените адекватно свой этот уровень энергии. Если вы чувствуете себя на 3 балла, то у вас вообще настроение паршивое, у вас апатия, и вы не хотите ничего делать. Я понимаю, что вы опоздали, не волнуйтесь, это будет все в записи, выложено потом на моем канале. Вы посмотрите все с самого начала. Я тогда для вас могу озвучить вопросы, которые я здесь освещала, а вы можете мне задать вопросы. Я говорила о том, как деньги приходят на наши цели, какие нужно сделать шаги, чтобы добиться денежного результата, и как мы используем подсказки Вселенной, и как мы работаем с подсознанием. Поэтому вы можете вот задать вопросы, если у вас по ходу этого возникнут. И по поводу этой энергии, если вы, например, оцените энергию там на 10 баллов, то у вас будет у вас очень будет большая продуктивность, и вы будете энергичны и работать, и у вас, как говорится, будет жизнь кипеть. И это нужно периодически отслеживать свою энергию. И когда у вас энергия будет маленькая, то, соответственно, ее нужно поднимать. И еще я вам рекомендую избавиться и от людей, от такого окружения, которые негативят, которые постоянно жалуются, нытики, которые постоянно осуждают людей. Желательно избавиться от такого круга, потому что вы просто свою жизнь, ну, как бы наполняете негативом, и ничего хорошего, ну, из такого окружения у вас не получится. Поэтому избавляйтесь от такого окружения. И еще рекомендую заниматься благотворительностью, потому что если вы обратите внимание на то, что все миллионеры, они всегда жертвуют деньги, потому что они понимают, чем они отдадут рубль, а получат 10. Поэтому всегда нужно, если даже вы не миллионеры, вы можете пожертвовать там, ну, 5 рублей, 10 рублей. Просто отдавайте людям тем, которые в них нуждаются. Вы потом поймете, что, ну, это вам воздастся. Ну, в принципе, все вопросы, которые я осветила, уже я рассказала. И если у вас есть какие-то вопросы, то пишите в чате, я еще с вами подискуссирую. Вообще напишите мне сейчас в чате, какую бы вы хотели в следующий раз, чтобы я для вас подготовила тему. Возможно, у вас есть какие-то вопросы, и вы бы хотели получить на них ответы. И я подготовлю для вас эту информацию, и потом с вами поделюсь. Ну, поскольку вопросов больше нету, тогда я напоследок у вас спрошу. Будущие миллионеры,
напишите в чате, какой вы хотите иметь ежегодный доход. Мне просто будет интересно узнать, какие у меня амбициозные подписчики на моем канале. Ну, поскольку у нас тишина, то я благодарю всех за внимание. На связи была Елена Макаренко. Всем продуктивных выходных. И я верю, что вы все станете богатыми. До новых встреч в моих видео и на канале.